center. Also to look at an economic master plan for the regeneration of the central area, and at the heart of this, a new city space. А также быстренько я пробегусь, может быть, для тех, кто пропустил на прошлой стадии мою презентацию, когда мы давали анализ, мы пытались проанализировать новый образ центра города, создать экономический генплан и новое пространство. Here was a great British detective, and I'll show you some of our analysis of what we think of the city here. Вот знаменитый британский детектив. Я вам хочу показать, в свою очередь, тот анализ, ту сыщическую работу, которую провели мы в городе. Okay, I think first of all, one of the main points is the changing identity of Ижевск. Ижевск was a closed city, and now it is a very open city, connected to the whole world. Конечно, один из главных тезисов здесь – это то, что меняется сам характер города. Ведь город Ижевск, он был когда-то закрытым городом, а сейчас он открывается всему миру. And I think also Ижевск has to realize its place, which is that a city which has to compete. It has to compete with Kazan. It has to compete with Perm for business, for tourism, for people to come and live. Также нужно понимать, что город Ижевск, он должен осознать, что он является городом конкурентным, то есть он конкурирует с Казанью, с Пермью, например, с точки зрения бизнеса, с точки зрения привлечения туристов. Именно сюда должны в том числе приезжать люди, хотя здесь жить. It's a city of Ижевск is about 600,000 people, but also it's part of a wider conurbation, which includes Votinsk, Tchaikovsky, Sarapul, and in total the conurbation is about 1 million people. При том, что в самом городе Ижевске живут порядка 600 тысяч людей, он является все равно частью большей агломерации городов Воткинска, Чайковского и так далее, и в сумме это около 1 миллиона человек. I'm not going to go through all of the analysis work that we did last time. These are a couple of the main slides which talk about the building uses, public transport, parks, the building spaces. Весь анализ, о котором мы тогда говорили, я здесь приводить не буду. Вот пара основных принципиальных слайдов, где видно задействование территорий функциональные, землевладение и так далее. I think this is an important one though. When we looked at the history of the city, I think the notion that Ижевск was founded on a big idea. Это, впрочем, думаю, важный слайд. Мы смотрели на историю города, и мы обнаружили, что город Ижевск – это город, который основан на такой масштабной, смелой идее. And I think that's a great thing for the foundation of the city, and that you shouldn't be afraid of big ideas and big suggestions here for what the future of the city could become. Я считаю, что уж коль скоро сам город основан на смелой идее, то и вам тоже не нужно бояться каких-то смелых, отважных решений в проектировке пространства. This was, I thought, one of my most interesting drawings from the historical analysis, which shows that originally in the pre-Soviet period, the city was a city of courtyard blocks. Здесь вы видите, что это один из самых интересных элементов нашего исторического анализа. Здесь Ижевск, его генплан до советской эпохи, 1990-е годы. Видите, что это плотно застроенный микрорайонами город. Это и есть такая подкладка, то есть вот то, что до советского периода, то первоначальная ткань пространства города Ижевска. And then, of course, during the Soviet period, there was the big the big spaces were introduced, the big monumental spaces. И, разумеется, в советский период как раз были введены вот эти большие монументальные открытые пространства имперские. They cleared away a lot of the historical character, of course, and the original cathedral. И они, разумеется, открыли пространство для большого количества зданий, в том числе, естественно, и первоначальный собор здесь тоже. And so we looked at Ижевск today. What are the strengths? Well, we looked at many. It's got many strengths. Here were just 4 of them. Certainly the strength of the community here is fantastic in that people really actively engage in the space. The nature of displays in the square, the ice sculpture in the winter, the summer, the fountains. The character of the different buildings is very individual and unique, and there's some good historical buildings. And of course, the view out to the ponds, to nature, which comes right into the middle of the city. Мы говорили в том числе о сильных сторонах города. Их, конечно, много, но здесь перечислены основные 4. Это очень активное сообщество, которое активно участвует в жизни города. Это очень зрелищный город, здесь очень красивые объекты, фонтаны, и летом проводятся выставки в том числе. Это индивидуальный характер зданий, они очень особые, но, естественно, очень красивый открывающий вид, в том числе на пруд.
We also looked at some of the weaknesses. The square at the moment, when it's not being used for a festival, is a really big, open, empty space with not much going on in it. Parking is a problem. People park and drive right across the public realm, which is dangerous for pedestrians and also damages the surfaces. А также мы смотрели на слабые стороны. Это в первую очередь то, что площадь не задействуется и является просто открытым пространством вне фестивальных каких-то дней. Но еще большой проблемой является парковка, потому что люди просто паркуются где хотят по площади и разъезжают где хотят. И это опасно в принципе, но еще это, конечно, повреждает рельеф. Also, some of the buildings around the central square are in terrible condition. For example, the residential towers on the north side of the square, for prime location in the city, they're in very poor condition. And also, the spaces around the square, this is an example on the south side, are not part of the square, they're not part of the street, they're just sort of not used very well. It's kind of wasted space. Еще проблемой является очень плохое состояние построек жилых, которые находятся буквально очень рядом с площадью. Эти 4 жилые башни, они в очень плохом состоянии. И еще проблемой является то, что вот эти вот пространства, которые окаймляют территорию площади, прилегают к ней, они как бы и не площадь, как бы и не улица, они практически не задействуются, а просто вот торчат и все. The square is built on the top of a hill. Which is why the view is so good from the top. It's actually 75 meters above the level of the lake. Площадь разбита на на вершине холма, именно поэтому в том числе такой красивый вид на пруд, буквально 75 метров над уровнем моря. That's a big change in level to accommodate into a design. I'm sorry, is it 75 or 175? 75 meters difference. 75. 75, да, все-таки. I'm sorry. We looked at some of the issues of wind and climate, and last time we talked about how you can create streets and environments which help protect from the wind, which in this case comes mostly off the water, off the lake. А также проблемой является ветреность этого пространства. Очень много ветра идет с пруда, и мы в том числе обсуждали то, как можно закрыть или как-нибудь защитить это пространство от продуваемости постоянной. We looked at some comparisons of density between other cities of a similar latitude. We looked at Helsinki and we looked at Riga, both similar climate to Ижевск, and the density of the core areas, the city center areas. Также мы сопоставляли по плотности застройки город Ижевск с другими городами, которые находятся на той же широте, с городом Хельсинки, с городом Рига, где примерно сравнимый климат. Мы видели, что у них достаточно плотно застроенный центр. And that's in the center of those cities, the amount of built buildings compared to open space. Вот внизу вы видите, что вот центры городов и соотношение между застроенностью зданиями и открытыми пространствами. And we compared with Ижевск, and we found that Ижевск actually has a very, very low density in the core area, and you could double the number of buildings in the central area, and you still wouldn't be at the same level as Riga or Helsinki, just in terms of density. И мы как раз обнаружили, что Ижевск является в этом смысле очень мало застроенным, обладает очень мало застроенным центром. Можно хоть удвоить количество построек в центре города, и все равно это будет сопоставимое по открытому пространству соотношение с Хельсинки и с Ригой. So we asked the question, what is the future of Ижевск? Helsinki we looked at, Riga we looked at. We also looked at cities like Manchester in the north of England, which has had the city centre completely reconstructed with new buildings. It's really reinvented itself. And also Baltimore in America, which has rebuilt all of the waterfront to become a really active place with shops and leisure and nightlife. Также мы, задаваясь вопросом, какого будущего Ижевска, мы сравнивали также не только с Ригой и Хельсинки, мы также сравнивали с такими городами, как Манчестер британский, где недавно был совершенно полностью перестроен центр города, и он приобрел совершенно новый характер. И также с американским городом Балтимор, где была воздвигнута новая панорама набережная, где снова все зажило совсем по-другому. I mean, obviously, Manchester is in England. Baltimore is in America. We're talking about Ижевск, which is in Russia. So the challenge here is to create a Russian character. Естественно, что Манчестер он в Англии, а Балтимор он в Америке, а Ижевск он в России. Поэтому основная сложность в том, чтобы создать красивое и при этом с русским характером. But the question is, what is the character of the city of Ижевск in the post-industrial age?
Но тут и встает основной вопрос, а каков он, этот характер города Ижевска в постпромышленную эпоху? Okay, that's the end of the analysis. I'm going to now give you Olga, also from PRP, who's going to show you some of the work that's been done in the last 2 or 3 months of the sociological study and the responses and the feedback that we've got. Это вот конец анализа. Сейчас я передаю слово Ольге, которая вам расскажет результаты социологического исследования за истекший период. Я расскажу о результатах социологического исследования, которое мы получили, которое мы проанализировали и постарались включить в наш проект. Это 4 отчета. Первый отчет передвижения точки входа на площадь. Второй отчет по фокус-группам. Профессиональное сообщество, эксперты также предоставили свой отчет. И массовый опрос жителей Ижевска. Это 4-й отчет. Здесь на этой схеме вы видите, что в массовом опросе участвовали все районы Ижевска, включая гостей. Вот это индикатор показывает тех людей, которые были в этот момент, в момент опроса в Ижевске в качестве гостей. Так, как переключать? Значит, результаты первого отчета — это результаты передвижения людей на площади. Были исследованы 13 точек, 12 активных и 13-я точка, результаты по которой были получены только в дни народных гуляний. Здесь вы видите, что, значит, подборка делалась в рабочий день, в субботу, в воскресенье и в день празднования какого-либо праздника. И показана интенсивность движения людей в зависимости от дня и количества людей. Таким образом, получив этот отчет, мы можем понять, что интересно то, что в рабочий день, в субботу и воскресенье количество людей не сильно меняется, только в день народных гуляний. При этом процентное соотношение, то есть мы получили 12% дней народных гуляний от всех жителей Ижевска. Это не так много, как бы город хотел задействовать людей. И в воскресенье это всего 5% от жителей Ижевска. И отчет показал, что это те жители, которые находятся в этом районе. Поэтому здесь большой потенциал для развития. Следующий отчет по результатам опроса фокус-групп. 4 фокус-группы. Первая фокус-группа в возрасте 18-30 лет, вторая 31-50, третья 51-65 и смешанная фокус-группа. В каждой категории по 2 группы. То есть всего 8 групп были опрошены. Вот такие проблемы выявлены как самые острые. Отсутствие туалетов, отсутствие кафе, отсутствие ремонта, ЦУМ, отсутствие классности здания, отсутствие спокойного пространства в дни праздников, усложненный доступ, отсутствие мест для отдыха, отсутствие охраны, отсутствие заделенных пространств, много мусора. Дальше у людей пытались выяснить, что бы привлекло и что интересует жителей Ижевска относительно площади, что бы они хотели видеть, чтобы посещать чаще, и какие предложения у них есть. Но здесь мы видим, что чтобы посещать чаще, ижевчане высказали мнение, что нужно обеспечить охрану и безопасность, предусмотреть
предусмотреть информационные доски, обеспечить подъезд и паркинг, показать